Здорово, бандиты! Продолжаем серию роликов про героический гимн. Приступим к разбору второй части бастионов. Поехали! В прошлый раз мы разобрали основные правила, посмотрели таблицу координат бастионов, а также узнали соотношение заданий и наград за их выполнение. Сегодня же разберемся с расположением. Посмотрим, сколько опыта необходимо на максимальную прокачку бастиона, расскажу о навыках бастиона и о том, как их использовать. Ну и выдам, конечно же, полезные советы по прокачке бастионов. Но давайте по порядку. Выполняя задания, мы получаем сердечки. Ну или расположение бастиона. Всего у каждого бастиона 10 уровней прокачки. За каждый уровень прокачки ваша кристальная шахта получает прирост к производству кристаллов. Этот показатель очень важен, поэтому бастионы надо прокачивать с умом. За полностью прокачанный бастион можно получить от 15 до 25% прироста к шахте. Зависит от тира бастиона. Тир — это условное обозначение класса бастиона. Их, кстати, 3. Первый тир — все бастионы с фиолетовыми командирами. За полную прокачку такого бастиона можно получить по 15% прироста к шахте. Таких бастионов 7. Соответственно, суммарно получаем плюс 105% за прокачку бастионов тир 1. Тир 2. Бастионы с золотыми командирами в зоне 5. Зона, когда вы в первый раз встречаетесь с вашими соперниками. Таких бастионов 4. За каждый можно получить по 20% прироста. Суммарно 80%. Тир 3. Бастионы с золотыми командирами в зоне 6. Зона перед Королевской землей, в котором расположены оставшиеся 3 бастиона. За каждый можно получить по 25%, суммарно 75%. Если прокачивать все бастионы на максимум, то мы получим плюс 260% прироста к производству кристаллов. На разный тир бастионов нужно разное количество опыта для прокачки. Соберу все в табличку для удобного восприятия. В табличке есть информация по каждому уровню прокачки бастиона. Как мы видим, тир 1 просит меньше влияния, но и прироста к шахте тоже дает меньше. Тир 3 же наоборот, более затратен в прокачке, но дает больше прироста к шахте. Теперь перейдем к навыкам бастионов. Каждый бастион — это командир. Прокачивая бастион на 6 уровень, мы открываем его навык. Но не все так просто. Чтобы разблокировать навык, у вас должен быть открыт этот командир. И у этого командира разблокирован тот навык, который расположен в описании бастиона. Поясню. У меня нет Вильгельма, поэтому его навык я открыть не могу. Или, к примеру, у меня открыта Кейра, но ее необходимый навык прокачан только на 4. Соответственно, и усиление от бастиона я буду получать только настолько, насколько у меня реально прокачан навык. Теперь же о том, как использовать навыки. Главное правило использования навыков: один навык с бастиона нельзя использовать на нескольких отрядах одновременно. На вкладке «Сохранение войск» под командирами жмем на плюсики, встаем на нужные навыки и подтверждаем их. После нажимаем «Сохранить» и не забываем обновить войска на вкладке. После этого приступаем к выбору других навыков других командиров. Как мы видим, в списке уже показаны командиры, которым мы дали навыки. При желании их можно поменять. Главное, чтобы командиры находились в городе. И все. Вступая в бой, можно понаблюдать, как работают навыки. Например, мой Кир получает лечение. Кстати, навыков всего 14, как и бастионов. Особо зацикливаться на них смысла нет, так как они от КВК к КВК меняются. Ну и, как обещал, немножечко полезных советов по прокачке бастионов. Первое. Старайтесь выполнять задания, которые приносят много расположения бастиона. Больше расположения, больше прокачки. Второе. Прокачивайте бастионы равномерно, но до 6 уровня. Под равномерно я понимаю так: поднять все бастионы на уровень 2, потом 3 и так далее, до 6 уровня. Когда откроется навык, меняем нашу тактику. Третье. Открыли навыки, дальше. Если у вас уже разблокированы тир 3 бастионы, вкладывайте в них все и прокачивайте их до упора. Математически это намного выгоднее. Если тир 3 у вас еще не открыт, продолжайте прокачивать равномерно. Четвертое.
После прокачки тир 3 бастионов на максимум докачиваем те, что меньше стоят по вложениям. В основном это будет разница в один уровень между тир 1 и тир 2. Следуя этим советам, вы можете получить максимальный прирост к шахте с бастионов. Ну и на сегодня у меня все. Бастионы полностью разобраны. Надеюсь, информация будет для вас полезной. А пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!